Поговорим сегодня об одном парадоксе. В Z-благосфере тоже наблюдается усталость от войны. Однако, всякий раз, когда на горизонте начинает маячить условный договорничок, провоенных спикеров мгновенно берет оторопь. Недавно журналист Александр Баунов взял большое и развернутое интервью у Ивана Филиппова, российского писателя и сценариста, а ныне еще и дотошного исследователя Z-благосферы и деятельности военблогеров. Филиппов – автор канала «На Западном фронте без перемен». Там он анализирует и крупнейшие провоенные каналы-миллионники, и совсем маленькие, на пару тысяч подписчиков. Отвечая на вопрос, сколько всего существует Z-блогеров в Телеграме, Филиппов дал оценку в 10 тысяч, с учетом неактивных каналов и тех, которые не создают оригинальный контент, а просто репостят чужой. Но даже с такой оговоркой речь идет о большом количестве разнообразных авторов. Так что говорить о некоем едином мнении Z-сообщества – это упрощение до искажения. И все же для значительной части Z-авторов, как отмечает Филиппов, характерно примерно одно и то же логическое противоречие. Авторы эти могут перманентно транслировать усталость от войны и от бесконечных людских потерь. Могут регулярно и в подробностях описывать такие ужасы фронта, какие не снились даже Ремарку. Стилистика и настроение публикаций довольно однозначно сигнализируют. Такие военблогеры уже сами мечтают, чтобы так называемая спецоперация поскорее чем-нибудь закончилась. Но как только появляется хотя бы призрачная возможность прекращения войны, причем даже на благоприятных условиях, такая возможность сразу же вызывает у военблогеров шок и трепет. На этих людей магическим образом действует слово «договорничок». Оно сразу же снимает усталость от войны и беспокойство по поводу потерь. Пусть, мол, продолжаются мясные штурмы, обнуления, взятие поселков в кредит и отправка раненых в калечполки. Все что угодно, лишь бы не договорничок. А потом риторика подобных авторов возвращается на привычные рельсы. Война, мол, всем осточертела, хватит уже ни зачем и ни за что класть в землю российских мужиков. Значимая часть военблогеров словно катается на качелях, в каждый момент при этом говоря вполне искренне. В 2001 году вышел по-своему культовый американский фильм «Враг у ворот», посвященный советскому герою Сталинграда, снайперу Василию Зайцеву. Однако у непосредственных участников Сталинградской битвы, которых в начале 2000-х годов было еще много, фильм вызвал, по меньшей мере, недоумение. Режиссер как-то слишком буквально воспринял всевозможные литературные преувеличения, связанные с Восточным фронтом. Например, расхожую фразу «одна винтовка на двоих», которая обозначает нехватку оружия в худшие месяцы Великой Отечественной. Так вот, в фильме «Враг у ворот» бойцы Красной Армии перед атакой прям буквально выстраиваются в очередь, и винтовку получают лишь каждый второй. А половина всех солдат бежит на немцев с голыми руками, 5 патронами в кармане и напутствием комиссара: когда рядом убьют товарища с винтовкой, заберешь ее себе. Это, разумеется, совершенно нелепый эпизод, и подобного в фильме много. К чему же мы тут вспомнили американскую киноклюкву четвертьвековой выдержки? К тому, что у нынешней войны есть много характерных черт, в которые нормальному человеку поверить сложно. Из самого очевидного: как можно всерьез воспринимать рассказы, что раненых солдат посылают в штурмы на костылях? Звучит как бред, и всякий человек, всерьез обсуждающий подобные истории, мог бы выглядеть как режиссер «Врага у ворот». Дескать, услышал где-то риторическое преувеличение, воспринял его буквально и стал нести околесицу. Ровно так бы все и было, если бы не этот вот самый Z-телеграм. Именно военблогеры тщательно задокументировали, зафиксировали и доказали широкой аудитории: штурм на костылях вовсе не фигура речи. Не клюква уровня упомянутого фильма, а реалии на земле. Причем настолько распространенные, что признание этих реалий много раз было проговорено и на Малафеевском Царьграде даже. Прозвучало даже на телеканале Соловьев Лайв. Один задыхался, у другого такая нога, у третьего рука перебита, у четвертого вообще нет руки. И их всех, значит, ребята, штурмуем деревню, которая нахрен как бы никому еще и не нужна, но мы, значит, задача есть, штурмуем. Собственно, почему мы начали разбираться, я тогда эту тему поднимала, многие не верили, что такое может быть. Вот эти недолеченные с аппаратами Елизарова, где-то с рукой не сгибающейся, где-то вот с этим осколком, который вот прямо у сердца, кто-то задыхается, у кого-то шумы в головах, они попадают на фронт, они попадают на передок.
избиения, пытки и расстрелы, командиры, вымогающие деньги и ворующие банковские карточки у убитых подчиненных, массовые невыплаты денежного довольствия, обещанных премий и компенсаций за ранения, повсеместная практика записывать действующего военного как самовольно оставившего часть, чтобы в случае гибели не платить его семье гробовые. Распространенная процедура – заранее объявить украинский поселок взятым, а потом устраивать мясные штурмы, чтобы подогнать реальность под отправленный наверх доклад. Самоубийственные атаки с использованием обычных «Жигулей», задержки и отмена отпусков у мобилизованных, принуждение их к подписанию контракта под угрозой смерти. Эти и подобные конкретные особенности путинской СВО точно считались бы легендами и мифами, если бы не деятельность массы провоенных блогеров. В том числе даже сервильных. Когда проблемы достигают критической массы, о ней начинает писать даже, например, Александр Сладков, который не только военблогер, но и военный корреспондент ВГТРК, специализирующийся на сверхоптимистичных репортажах. Еще в 2022 году Игорь Стрелков-Гиркин публично заламывал руки, рассказывая о жертвах всеобщей мобилизации в ДНР. По его словам, дончанам давали винтовки системы Мосина и с ними гнали в один конец. Выдавали безнадежно устаревшее оружие, фигурирующее как раз в том самом фильме про Сталинград. С продольно скользящим затвором, которое нужно вручную перезаряжать после каждого выстрела. В 2022 году рассказы Стрелкова не выглядели чем-то, что следовало бы воспринимать прям буквально. Казалось, что это гипербола. Ведь, что-что, а уж автоматы Калашникова в России не в дефиците. Однако спустя время про мосинские винтовки стали сообщать другие провоенные авторы. Например, Юрий Котенок. А затем и популярный в провоенной среде спикер Владислав Шурыгин, упомянувший об этом в эфире Соловьев Лайв. Понимаешь, сегодня можно вспомнить, например, мобилизацию на Донбассе в 22 году, когда тысячи мужиков вооружались в итоге мосинскими винтовками и железными касками, понимаешь? Дальше просуждаем о том, как люди, глубоко погруженные в окопную правду, остаются на провоенных позициях. Сначала короткое некоммерческое объявление от Мемориала. Посмотрите, пожалуйста. Репрессии в СССР продолжались весь период существования советского государства. Пострадали миллионы людей. Многие сотни тысяч были убиты, и наверняка среди моих зрителей есть те, у кого в семье есть пострадавшие. Или знакомые, у кого были такие родственники. И, возможно, даже остались документы, переписка, воспоминания, рукописи, предметы, связанные с лагерным и тюремным бытом, а также с сопротивлением тоталитарному режиму. С помощью этих вещей и документов можно узнать правдивую историю страны. Их исследованием занимается общество «Мемориал». Они изучают политические репрессии в СССР уже почти 40 лет. Продолжают собирать свидетельства несправедливо обвиненных людей, которые пережили аресты, тюремные заключения, ссылки, раскулачивания, депортации, преследования по национальным мотивам. Так что, если у вас и ваших знакомых сохранились вещи пострадавших, вы можете помочь. С вашего согласия к вам приедут историки из мемориала, разберут свидетельства, примут их на хранение и внесут в базу данных. Подлинные документы станут частью архива, на основе которого мемориал публикует научные статьи, проводят выставки и конференции. За свою просветительскую и правозащитную деятельность мемориал в 2022 году был удостоен Нобелевской премии мира. В его базе есть 4 миллиона имен пострадавших от репрессий людей, но еще многие имена остаются неизвестными. С вашей помощью еще одна человеческая судьба станет частью истории нашей страны. Память о трагических страницах прошлого необходимо сохранять, чтобы преступления не повторились снова. Не дайте погибнуть уникальным свидетельствам. Если они у вас или у ваших родственников есть, напишите, пожалуйста, мемориалу. Ссылка в описании. Продолжаем. Наблюдая за Z-спикерами, трудно не задаться вопросом, почему люди, глубоко погруженные в окопную правду, остаются на провоенных позициях? Почему при малейшем намеке на возможный договорняк выступают однозначно за продолжение кровавого банкета? Откуда столько радости, что встреча Путина и Трампа на Аляске закончилась ничем? Ответов тут может быть несколько. Первый и самый циничный – Z-деятели персонально заинтересованы в продолжении войны. Война дает им значимость и востребованность. Пока она идет, военблогеры остаются носителями уникального знания. Той самой окопной правды, которой нет на Первом канале. А завершится война, пройдет и слава тех, кто резал правду матку.
Многие военблогеры, если не большинство, одновременно являются и срочно сборщиками, то есть собирают пожертвования на нужды российской армии. И некоторые сами с этого и кормятся. Скандалы на эту тему вспыхивают достаточно регулярно. Но есть и такие Z-авторы, которые не кормятся и даже докладывают что-то из личных средств. Таким людям греет душу ощущение собственной незаменимости. Некоторые из военблогеров сами для себя выдумали картину мира, в которой заморозка войны – синоним слова «капитуляция». Поддерживается эта картина с помощью сложной риторической эквилибристики. Ведь простыми словами такое не объяснишь. Вот если Кремлю предлагают остановиться на текущей линии фронта и взамен получить снятие санкций, если предлагается оставить за собой уже захваченное и не гробить дальше экономику и еще сотни тысяч россиян во имя захвата микроскопических в масштабах России территорий, то какая же это капитуляция? Это предложение для российской страны настолько выгодное, что легко понять обескураженность Трампа. Я что наговорил на такие условия Зеленского, то почему же Путин это уговорить не может? Мы видим ответ на этот вопрос. Бессмысленно предлагать Путину наилучший выход из войны, если ему нужна война сама по себе. Но видит ли это в Z-среде? Можно предположить, что люди, которые постоянно соприкасаются с российской армией и каждый день теряют в ней своих знакомых, такие мысли от себя активно отгоняют. Те же срочно сборщики редко собирают средства для армии в целом. Как правило, они снабжают конкретные подразделения. Видеть, как из-за потерь подопечная рота постоянно обновляет личный состав, читать или самому писать некрологи тех, кому недавно передавал так называемую гуманитарку, психологически тяжело. Конечно, самым разумным было бы Z-автору выступить за взаимное прекращение огня, чтобы перестали постоянно гибнуть те, с кем он едва успел познакомиться. Но вслед за этим неизбежно последует осознание. Все те, кто уже погиб, отдали свою жизнь ни за что. Особенно в этом году, когда для Кремля действует режим максимального благоприятствования со стороны трамповской администрации, а потери российской армии рекордно высоки и рекордно бессмысленны. Чтобы не сойти с ума от такой бессмысленности, самое лучшее для военблогера – выдумать бинарный выбор, не существующий в реальности. Можно или продолжать войну, или капитулировать. А третьего, мол, не дано. Тогда война не бессмысленна, ведь если боевые действия продолжаются, капитуляции не случилось. А значит, множество людей погибли, пропали без вести и стали калеками типа не зря. Договорняк же тем и страшен. В случае его заключения сразу окажется, что пойти на него можно было и месяц, и полгода назад. А то вообще и войну не начинать. После всех понесенных потерь признать такое очень тяжело. С эмоциональной точки зрения проще, чтобы вагонетка войны так и продолжала ехать вперед. Прям как в известной картинке. Вы можете остановить трамвай в любой момент, но тогда те, кого уже раздавило, погибли напрасно. Но, возвращаясь к сказанному в самом начале, провоенная среда все же очень неоднородна. И нельзя сказать, что в ней по-прежнему никто не хочет скорейшей заморозки войны. Выпуски на моем YouTube-канале регулярно становятся предметом разбора для всевозможных стримеров. И чаще всего это люди, которые стремятся опровергнуть все мною сказанное. Такие разборы – явление полезное. Антивоенная и провоенная аудитории находятся в разных информационных пузырях, друг друга в основном не слышат. И ровно через подобные разоблачения мой канал может дотянуться до малодоступной провоенной аудитории. Мне тут скинули фрагмент эфира одного из самых знаменитых политических стримеров Владислава Жмелевского. Стримы он, как правило, ведет на фоне флагов ЛДНР, использует символику «Единой России», в которой сам состоит. Жмелевский, как выяснилось, один из самых последовательных моих критиков и разоблачителей. Но, отсмотрев множество роликов Максима Каца, сложно самому не начать говорить моими словами. И вот случился характерный эпизод. Жмелевский, эмоционально отвечая своему же зрителю, озвучил тезисы, которые я говорю в десятках, если не сотнях выпусков. О том, что войну надо останавливать. Нет никакого смысла и дальше губить и калечить сотни тысяч русскоговорящих людей с красными паспортами, если в результате останутся без жилья, будут ранены и убиты сотни тысяч русскоговорящих людей с синими паспортами. Ведь в результате Россия получит лишь безлюдные и непригодные для жизни территории с миллионами тонн строительного мусора, на разминирование и восстановление которых потребуется триллионы рублей. Вот послушайте, тут длинный фрагмент, но он интересный. Это один из таких важных, заметных Z-спикеров.
А чтобы это сделать, сколько надо воевать? Сколько жизней надо потратить? Сколько гражданских должно погибнуть? Сколько военных? Сколько городов и сел должно быть разрушено, чтобы мы их взяли и потом нам миллиарды дополнительно долларов пришлось из бюджета тратить на их восстановление с нуля или оставить их в руинах, чтобы никто туда не вернулся. Что тогда должно произойти, блядина ты ебаная? Я не понимаю тебя. Просто охуевший. Сколько должно погибнуть тех, кто там сейчас? Не Топаз, который сейчас за компьютером, не я, который сейчас за компьютером, не ты, который сейчас за компьютером или телефоном донатишь это, а тем, кто сейчас под Покровском, блядь, находится в окопах и кто там как считает, блядь. Кто должен принимать это решение? А его нету и никакого не будет. Что, не низко, блядь? Сидеть рассказывать о том, что мы должны сделать и во сколько лет должно до этого пройти, блядь. Собиратель Z-фольклора Иван Филиппов, с интервью которого мы начали сегодняшний разговор, замечает, уже есть небольшая прослойка военблогеров, которым война стоит поперек горла даже сильнее, чем любой потенциальный договорняк. Так, Александр Арутюнов, он же Разведос, комментируя один из телеграмных опросов, пишет: «Самые кровожадные уёбки – те, кто бесконечно далек от любой войны. Повторюсь, ни один военный, реально воюющий хотя бы год, не хочет продолжения войны. За свои слова отвечу». Справедливости ради, конкретно Арутюнов еще в августе 22 года допускал, что раз войны в формате спецоперации не получилось, есть второй вариант – просто разойтись и зафиксировать убытки. Тогда для Z-благосферы подобное мнение было сверхмаргинальным. Сейчас же сторонников такой идеи становится больше. За заморозку войны стал открыто выступать, например, Павел Губарев, номинально первый глава самопровозглашенной ДНР. Хотя в начале полномасштабного вторжения он выступал с ультрарадикальными тезисами. Но вообще цена победы – это сколько страна готова пожертвовать своих граждан для того, чтобы уже поднять... Ну, я думаю, что вот с Украиной надо как-то разруливать уже в иной плоскости. Я думаю, что воевать до победного не имеет смысла, потому что это очень большие жертвы. Ну, для тебя есть какой-то психологический минимум, сколько ну, там Россия готова пожертвовать? Я прошел уже. И можно Я уже говорю, что уже он пройден. Я считаю, что он пройден. То есть дальше увеличение количества погибших не дает никакого преимущества. Только нам работает в минус. То есть лимит исчерпан. Да, то есть сегодня говорить, что вот мы уже победили, надо только идти вперед, это пропагандистская ложь. Однако идеи остановиться по-прежнему придерживается тотальное меньшинство Z-блогеров. Мне же кажется, и я об этом говорил много раз, что многие провоенные авторы давно бы стали антивоенными, если бы разобрались со своими же убеждениями. Не нужно становиться ни либералами, ни демократами. Достаточно быть честными с самими собой. В логике продолжающейся войны российской армии предстоит штурмовать еще как минимум Краматорскую агломерацию с крупнейшими русскоязычными городами – Славянск и Краматорск. Первый по площади как 1,5 Бахмута, второй как 3 Бахмута. Суммарно только в этих двух населенных пунктах живут более 130 тысяч человек. Непонятно, какой апологет русского мира может желать, чтобы бездомными стали столько русскоговорящих людей. Кто может призывать во имя такой цели убить и покалечить сравнимое количество российских солдат? Кому может нравиться идея, чтобы в Донецк уж точно не вернулся ни один здоровый юноша из числа мобилизованных в 22-м? Чтобы России повесили на шею еще несколько тысяч квадратных километров минных полей, пустынь из разбитого бетона, кирпича и щебня? Призывать и желать такого может только что разве что какой-нибудь совсем русофоб. До завтра.